8 лет назад в горах штата Колорадо бесследно исчезли мужчина и его маленькая дочь во время полета на воздушном шаре. Семья считала их погибшими в результате несчастного случая. Однако все изменилось в один весенний день, когда в глубине леса национального парка турист обнаружил шокирующую деталь. Ханна Майер, женщина, потерявшая в том происшествии мужа Майкла и 11-летнюю дочь Эмили, проснулась в тот день от звонка детектива Картера Маллоя. За 8 лет, прошедших с момента исчезновения ее семьи, не поступало ни единой зацепки. Ее жизнь превратилась в рутину из бессонных ночей, тревожных мыслей и бесконечного «почему?». Но теперь внезапно детектив сообщил. В глуши был найден воздушный шар, идентичный тому, на котором летели ее близкие. На место находки Ханну сопроводил Виктор Рейнс, давний деловой партнер Майкла и лучший друг семьи. Когда-то вместе с Майклом они основали компанию Summit Balloons, превратив страсть к полетам в процветающий бизнес. После исчезновения Майкла Виктор стал опорой для Ханны, помогал с юридическими и финансовыми вопросами, никогда не отстраняясь. Раскопки обнаружили плетеную корзину, выцветшую ткань шара и следы газа. Однако человеческих останков найдено не было. Эксперты отметили, что место крушения было замаскировано. Землю перекрывали молодые кусты и травы, явно посаженные позже. Повреждения шара и корзины указывали на возможную борьбу на борту. На ткани были видны порезы, которые не могли быть вызваны только падением. Ханна почувствовала, что за трагедией стоит нечто большее. Подозрения усилились, когда она прибыла в офис Summit Balloons и увидела, насколько персонал напряжен. Помощница Виктора, молодая женщина по имени Сара, заметно нервничала. Она пыталась спрятать коробку с документами, в которых Ханна случайно заметила дату — апрель 2009 года, месяц исчезновения ее семьи. В той же коробке была папка с надписью «Отчеты о техническом обслуживании. Конфиденциально». Сотрудники обменивались тревожными взглядами, а в коридорах Ханна услышала разговор о каком-то важном клиенте, который должен был прибыть в тот же день. При этом в заднем дворе сотрудники в спешке грузили в фургон коробки с пометками «Архив» и «Утилизация». Виктор, сославшись на срочные дела, покинул здание. Интуиция Ханны подсказывала ей, что происходит что-то неладное. Она села в машину и проследила за фургоном, который поехал за пределы города. Через 40 минут пути он свернул на гравийную дорогу, ведущую к заброшенной ферме, скрытой среди деревьев. Ханна, оставшись в машине, наблюдала издалека. И тогда она увидела невозможное. Из сарая вывели девушку со связанными руками. Несмотря на годы, она узнала ее сразу. Это была Эмили. Девочка, которую она считала мертвой, была жива. Сердце Ханны колотилось, но она знала, что одной не справится. Она отправила координаты детективу Маллою. Пока она пряталась в кустах, Виктор прибыл на ферму и, заметно раздраженный, начал отдавать приказы. Один из его людей сказал, что они засекли автомобиль Ханны, и теперь она где-то поблизости. Виктор скомандовал найти ее. Началось прочесывание территории. Но именно в этот момент на подъездной дороге появились полицейские машины. Сирены наполнили воздух. Виктор попытался бежать, но его и сообщников задержали. Эмили была освобождена. В слезах она рассказала, как после падения шара ее отец погиб, защищая ее от удара. Они были живы после крушения, и именно Виктор с 2 другими мужчинами нашел их. Но вместо помощи он объявил, что Майкл должен исчезнуть. Виктор выстрелил в него, а Эмили забрали. С тех пор ее держали в подвале фермы.
Слезы текли по лицу Ханны, когда она обняла дочь, прижимая ее к себе так крепко, словно хотела навсегда стереть годы страха и боли. Все это время Эмили жила в плену, лишенная свободы, детства и возможности надеяться. А Виктор, человек, которого они считали другом, стал ее тюремщиком и палачом. Его предательство ранило Ханну глубже любых слов. Он не просто устранил Майкла, он предал доверие, разрушил семью и превратил свою жажду власти в кошмар. Компанию он хотел только для себя, а мужа Ханны считал обузой и конкурентом. Со временем Виктор погрузился все глубже в преступный мир, от финансовых махинаций до сотрудничества с международными преступными сетями. Эмили для него стала товаром, инструментом давления и источником прибыли. Он планировал продать ее за границу, организовав фиктивные документы и фальшивое усыновление, но полиция опередила его. В фермерском доме нашли тщательно оборудованное подземное помещение с массивной металлической дверью, системой звукоизоляции и несколькими комнатами, каждая из которых была оснащена камерами наблюдения. Были обнаружены следы удержания, металлические кольца на стенах, изношенные матрасы, остатки пищи и медикаментов. В тайнике нашли ноутбук Виктора, зашифрованный, но вскоре успешно взломанный специалистами. Там была обнаружена обширная переписка с клиентами, многим из которых Виктор предлагал уникальный доступ к закрытому контенту, сопровождая сообщения вложениями и ценниками в десятки тысяч долларов. Были найдены финансовые документы с транзакциями на офшорные счета, свидетельствующие о продаже людей. Ханна вспомнила, как однажды утром за кухонным столом увидела всплывающее на экране Виктора сообщение с подписью VIP Private Collection. Тогда она не придала значения, но теперь осознала. Именно в тот момент на ее глазах проходила сделка, касающаяся судьбы ее дочери. Ханна и Эмили воссоединились. Их ждал долгий путь к исцелению. Психологи уже работали с Эмили, а Ханна дала показания полиции. Детектив Малый заверил, что Виктору и его сообщникам предъявят обвинения в убийстве, похищении, торговле людьми и сокрытии улик, а компания Summit Balloons будет передана под управление семьи Майер. Ханна сидела рядом с кроватью дочери в больнице, крепко держа ее за руку. Солнечный свет струился сквозь жалюзи, и впервые за долгие годы в ее сердце зародилась надежда. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.